Средние века. Введение. Было бы весьма затруднительно изучать историю народов сплошь, без всякого перерыва. И потому мудрая природа озаботилась устроить ряд интервалов, которые дают возможность легче ориентироваться любознательному уму. Время от времени природа, видя, что накопилось достаточно материала, цифр и имен, и чувствуя, что нить истории начинает без меры удлиняться, выдвигает такие события, которые как бы являются вехами, гранями, пограничными камнями, отделяющими одни давно прошедшие времена от других давно прошедших времен. Так случилось и в промежуток между древней и средней историей. Было слишком ясно, что эти две совершенно различные эпохи нуждаются в строгом и резко подчеркнутом разграничении. Поэтому в эпоху, заканчивающую древнюю эпоху и начинающую среднюю, случилось три великих события. Утверждение христианской религии в пределах римского государства, начало великого переселения народов и падение Западной Римской империи. Эти три события, происшедшие по мудрому распоряжению природы одно за другим, образуют как бы большую перемену, отделяющую один огромный отдел истории от другого. Кроме того, чувствовалось, что человечество нуждается и в перемене обстановки. Земли, лежащие вокруг Средиземного моря, были уже использованы древней историей. Было бы несправедливо и неблагоразумно требовать от человечества, чтобы оно начало новый отдел истории на тех местах и в тех городах, которые уже успели надоесть. Здесь могло бы случиться, что новые великие изречения или поговорки были бы произнесены будущими королями и военачальниками на тех же местах и у берегов тех же рек, где родились и старые. Это без сомнения внесло бы в умы потомков известную смуту. Поэтому ареной средней истории сделались почти все страны Европы. Для удобства происходящих треволнений европейские народы распались на две главные части – романо-германский мир и греко-славянский. Причем, как это нам не обидно, главенствующую роль в истории средних веков играет первая группа, принявшая христианство в форме римско-католической или латинской церкви. История средних веков делится на три главных периода. Сходство всех этих периодов в том, что и в первом, и во втором, и в третьем периоде отчаянно дрались. Разница же заключена в тех целях, из-за которых дрались народы. При этом, впрочем, случалось, что войны не имели никакой цели, но тем не менее велись с неизменной храбростью и воодушевлением. Первый период простирается до окончательного распадения монархии Карла Великого, конец IX века. Пользуясь тем, что за этот период никаких особенных событий не происходило, свежие варварские германские и славянские народы перешли из глубины Средней и Восточной Европы на юг и запад и положили здесь начало новым государствам и новым национальностям. За это время было основано так много национальностей, что эпоху по справедливости можно было бы назвать эпохой национального грюндерства. В своем пылу и по неопытности пришлые варварские народы несколько увлеклись, хватив через край, создали слишком много лишних национальностей. Это народное брожение известно в истории под именем Великого переселения народов. Для чего, собственно, они переселялись и было ли им плохо дома, не установлено. Кто знает, сколько времени переселялись и пересаживались бы народы, если бы не Карл Великий. Ему надоело вечное шатание народов под его окнами, причем они поднимали невероятную пыль, и он своими войнами и учреждениями заставил их усесться более или менее спокойно. Но после него огромная монархия распалась на три части – Францию, Германию и Италию.
По странной игре природы распадение это произошло согласно 3 главным национальностям, а именно во Франции оказались французы, в Германии – германцы, а в Италии – итальянцы. Второй период простирается до падения Гогенштауфенов и конца крестовых походов. Главные драки происходили между, первое, папами и императорами, второе, между христианским Западом и магометанским Востоком, крестовые походы, и третье, между феодалами и королями. Кроме того, были драки вообще. Третий период идет до конца 15-го столетия и, вероятно, длился бы еще дальше, если бы Колумб, отчаявшись выдумать порох, не догадался бы открыть Америку. За этот период христианство уже окончательно утвердилось. Да и было пора, потому что на очереди стояла столетняя война французов и англичан, блестяще выполненная обеими сторонами. Здесь же следует отметить освобождение Пиренейского полуострова от владычества мавров, монгольская ига в России, падение Византии, покорение Балканского полуострова турками и другие нехорошие вещи. Папский авторитет упал, и тотчас же возродились науки и искусство. Переселение народов и падение Западной Римской империи. На западе Европы жили кельты. Восточнее обитали германцы, далее на восток славяне и финны. Нелестные вещи рассказывает о кельтах знаменитый бытописатель человечества Д. Иловайский. Они страдали склонностью к междоусобиям, были непостоянны, легкомысленны и впечатлительны, обнаруживали большую наклонность к общежитию, веселость и необыкновенное любопытство. Они останавливали путников на дорогах и заставляли их рассказывать новости. Это вместо того, чтобы самим заниматься делом и другим не мешать. Кроме того, их барды, певцы, воспевая подвиги предков, к тому времени у них уже были предки, ударяли в шестиструнные инструменты. Разумеется, все это не могло кончиться добром, и кельты распались на множество мелких народностей и мелких государств. Германцы населяли обширную страну от Рейна до Вислы и от Балтийского и Немецкого морей до Дуная. Все эти моря и реки были уже заблаговременно обозначены на карте и имели определенное имя. Легко представить себе тот хаос, который произошел бы в событиях средней истории, если бы этого не было сделано. Иловайский заявляет, что германцы до нашествия гуннов были народом необразованным. Этому легко поверить, если вспомнить состояние тогдашних школ и университетов. Иловайский даже прибавляет, что они одевались в звериные кожи, любили пить пиво и в мирное время большей частью не воевали. Германские женщины обладали похвальным качеством. Они ухаживали за своими ранеными мужьями и даже приносили им пищу. Но были ли они образованы, Иловайский не сообщает. Германцы делились на многие мелкие племена. Франки, алеманы, саксы, лангобарды, вандалы, остготы, вестготы и другие. А в свободное от дележа время нагими перескакивали через мечи, воткнутые острием вверх. Увлекшись этими безнравственными упражнениями, германцы не заметили, как к ним подкралось дикое свирепое племя – гунны. С нашествием гуннов началось нечто невообразимое. Народы совершенно обезумели и стали драться с кем попало и как попало. Замелькало столько имен, столько военачальников, племен, наречий, языков, что положительно надо удивляться, как они там не перепутались и, начав войну с кем-нибудь одним, не кончали ее с другим. Впрочем, и это случалось. Умудренный жизнью и опытом Иловайский, для того, чтобы внести какую-нибудь ясность в этот темный период, придумал метод эпитетов. То есть он характеризует деятелей эпохи каким-нибудь метким эпитетом, определяющим его сущность. Так, король остготов Германрих называется престарелым, Аркадий и Гонорий, сыновья Феодосия Великого,
названы недостойными. Напротив, Стилихон назван достойным, а Аэций – искусным. Впрочем, эти эпитеты у почтенного историка также кочуют, как и народы. В другом месте недостойный Гонорий переименован в ничтожный, а еще дальше – в молодой. Около половины V столетия появляется знаменитый Аттила. Историки сообщают, что по наружности он был настоящим гунном. Это, впрочем, не должно нас удивлять, так как он действительно был гунном. Аттила стремился сделаться могущественным завоевателем, и потому принужден был сочинить и оставить истории несколько афоризмов. Таков уж был порядок. Эта сторона его деятельности была менее удачна, нежели грабежи и набеги, но идти против обычая нельзя было. Из его афоризмов, рекомендуемых Министерством народного просвещения для запоминания, приведем такой. «Трава не должна расти там, где ступит мой конь». Имя Аттилы связано с Каталаунской битвой, которая имела такое огромное значение, что теперь, 1500 лет спустя, из-за этой именно битвы многие очень симпатичные молодые люди не получают свидетельства на звании фельдшерского ученика или вольноопределяющегося второго разряда. На Каталаунской равнине, Шампань, произошла битва народов, и Аттила принужден был повернуть обратно за Рейн. Здесь, возвращаясь по той же дороге, он пожалел о своем афоризме насчет травы, так как лошадям надо же было чем-нибудь кормиться. Каталаунская битва избавила христианскую Европу от языческих гунно-славянских варваров. Бог весть, имели бы мы крестовые походы и столетнюю войну, или инквизицию и многое-многое другое, если бы исход сражения был иной. Подумать только, от каких случайностей иногда зависит успех цивилизации. Аттила был похоронен в 3 гробах в пустынном месте. Чтобы никто не знал, где находится его могила, люди, рывшие могилу, были умерщвлены. Затем умертвили тех, кто убил людей, рывших могилу. Затем убийц этих убийц. Далее убийц этих убийц. Продолжая эту систему, гунны очень скоро истребили бы себя. Но нетерпеливые германские и западнославянские народы, не дождавшись конца этой, во всяком случае, остроумной комбинации, восстали и свергли владычество гуннов. Таким образом, им удалось отвлечь внимание гуннов от могилы любимого вождя. Между тем, Западная Римская империя постепенно разрушалась. Сенатор Петроний, провозглашенный императором, хотел вступить в брак с вдовою Валентиниана, которого сам убил. Но она призвала против него вандалов. Иловайский. Ясно, что это был акт глубокого мазохизма. 2 недели вандалы грабили и разрушали Рим. Они иначе не могли поступить, у них уж было такое имя. При этом они, несомненно, обнаружили вкус и понимание, так как уничтожали именно те картины, которые были наиболее ценны. В 476 году Римский Сенат окончательно признал падение Западной Римской империи, или, выражаясь по-современному, разъяснил Римскую империю. Государства, основанные германцами. Когда Римская империя пала, все стали ее очень уважать. Уважение это было так велико, что завоеватели совершенно исказили латинский язык, так что они скоро перестали понимать друг друга. Теодорих Великий, остготский король, из уважения к Риму на старости лет велел казнить образованнейшего римского философа Боэция. Впрочем, он разрешил Боэцию написать глубокомысленную книгу «Утешение в философии». После смерти Теодориха начались войны, причем часто воевали совершенно незнакомые друг с другом народы – лангобарды, авары и другие. Особенно усердствовали лангобарды, которые по преданию редко дрались.
Но их воинственные стремления неожиданно встретились с совершенно своеобразным врагом. Силой, чье загадочное будущее было еще впереди. Это папы. Можно себе представить изумление лангобардов. Вступая на историческое поприще, они, конечно, ждали, что им предстоит ряд войн. Но что придется воевать с папами, с теми, которые, неся и распространяя идею христианства, запрещали пролитие крови, проповедовали мир, любовь и прочее, и прочее, этого они никак не могли вообразить. Лангобарды несколько лет подряд в изумлении поглаживали свои длинные бороды и, наконец, чтобы как-нибудь спасти ситуацию, приняли христианство. Светская власть пап увеличивалась изо дня в день. Григорий I, раб рабов божьих, особенно заботился о возвышении папского престола. Он так ревностно распространял католичество, где только мог, что, увлекшись, нечаянно водворил в Испании между вестготами православие. За это свое беспристрастие он был прозван Великим. Но загадочную тайну, почему одни народы должны были получить католичество, а вестготы православие, он навсегда унес с собой в могилу. В Галлии в эпоху разъяснения Западной Римской империи самым сильным народом были франки. Их конунг Хлодвиг положил основание могущественной франкской монархии. Это вообще была очень примечательная личность, и живи Хлодвиг в наш век, он без сомнения был бы одним из выдающихся певцов Европы. Сила его голоса была изумительна. В битве с алеманами, когда неприятель начал брать верх, он таким зычным голосом дал обет креститься в случае победы, что его услышало не только небо, но и множество галло-римских туземцев-христиан, бывших в его войске. Они одушевились и помогли выиграть битву. Пришлось принять христианство, и даже весьма торжественно. Хлодвиг ничуть не раскаивался в своем решении. Он по-прежнему добивался своих целей коварством, предательством и убийством и умер ревностным католиком. Одним из особенно богобоязненных потомков его оказался Пипин Короткий. Как только франки и другие германские народы стали образовывать государство, сейчас же у них появились законы. И, конечно, плохие. Все знали, что это плохие законы, но тем не менее их надо было уважать, потому что законы надо всегда уважать. Это уж тогда было известно. Подкупных судей, наемных защитников и лжесвидетелей, по убеждению, тогда еще не было. Все это едва мерещилось в тумане будущих веков. А пока что суд производил сам король или герцоги и графы. В свидетели призывалось небо, а Министерство внутренних дел ни в коем случае не должно было оказывать давление на судей. Впрочем, несмотря на это, приговоры суда тоже очень часто имели печальный исход. Во всех государствах, основанных германцами, появилась феодальная или ленная система. Завоеватели отнимали у покоренных землю, селились на ней и называли себя баронами. При этом у каждого барона была своя фантазия. Так родилось право собственности, которое, в отличие от других прав, называлось священным. Лучшую и большую часть завоеванных земель король брал себе. При этом короли вместо жалования раздавали дружинникам свои, то есть захваченные, поместья. Лица, получившие эти лены или феоды, земельные имущества, назывались вассалами. Эти участки вначале давались королем на известные сроки, но с течением времени феодалы стали считать эти земли своими и не возвращали их королю. От лиц, грабежом или воровством захвативших землю либо у покоренных народов, либо у короля, и произошла современная европейская аристократия. Бароны отправляли военную службу, защищая от внешних врагов свои священные права собственности. Они получали звание рыцаря и, хотя были невежественны, грубы, жестокие и преступны,
но по непонятным причинам требовали уважения к себе. Впрочем, этого требовали и монахи также. После крещения франков христианство проникло и к англосаксам. Римский папа Григорий I, тот самый, который нечаянно утвердил между испанскими вестготами православие, послал для проповеди монаха Августина. Проповедь имела успех. Из британских и ирландских монастырей впоследствии вышли не только богатые и сытые монахи, но и многие ревнители христианства. Византия и арабы. В то время как Западная Римская империя была безвозвратно разъяснена, Византийская или Греческая продолжала существовать еще добрую 1000 лет. Продолжительное существование Византии великий историк Иловайский объясняет тем, что религиозность служила крепкою духовную связью для жителей различных частей империи. Но он тут же прибавляет, что столица Византии, Константинополь, была превосходно укреплена и почти недоступна для варварских нашествий. Впрочем, даже двойной или тройной ряд стен любой крепости, отражая нашествия варваров, не в состоянии устоять против лихаимства и взяточничества чиновников, и Византия отчасти пример тому. Царствование Юстиниана Великого было весьма примечательно и тревожно. Два учреждения приносили ему особенные заботы – церковь и цирк. При нем укрепилась ересь монофизитов, но с этой ересью более или менее справились. Гораздо труднее было справиться с цирком, где боролись какие-то две партии – зеленые и голубые. Таинственная борьба захватила целые слои общества, создав тревожную атмосферу напряжения. Легко понять, что в этой обстановке хуже всего приходилось дальтонистам. Впоследствии, во время войны Белой и Алой Розы, дальтонисты еще раз испытали все неудобства деления политических партий по цвету. При Юстиниане издан всемирно знаменитый сборник римских законов «Свод гражданского права». Работы по созданию этого свода были исполнены несколькими комиссиями правоведов под главным руководством министра и любимца Юстиниана Трибониана. Примечательно то, что раньше, чем этот свод права был обнародован, он уже был нарушен, так сказать, в утробе матери, самим Трибонианом, который оправдывался тем, что испытывал крепость новых законов. Далее действия Юстиниана принимают резко утилитарный характер. Он закрыл знаменитую Афинскую академию и заменил ее шелководством. Заточил не менее знаменитого полководца Велизария в тюрьму и вместо него дал народу водопровод. Эти меры в значительной степени укрепили государственное значение Византийской империи. На византийском троне вскоре очутился Василий Македонянин. Любопытно проследить его политическую карьеру. Сначала он победил какого-то атлета, потом укротил коня Михаила III, потом убил самого Михаила. Заняв престол, убийца тотчас же стал заботиться о правосудии. Во времена Македонской династии произошло знаменательнейшее событие – разделение церквей – греческой и латинской. Эти две церкви уже давно жили в доброй ссоре, и стоило латинской церкви сказать «да», чтобы греческая тотчас же произнесла «нет». И наоборот. Наконец, в 1054 году папские легаты, прибыв в Константинополь, скромно и вежливо заявили, что папа проклинает греческую церковь и весь Восток. В доказательство своих слов они представили особую бумагу, в которой очень красивым почерком было написано это проклятие. Греческое духовенство немедленно сложило костер и сожгло бумагу, прокляв в свою очередь Рим и Запад. В это же время в знойной Аравии уже готовилась появиться магометанская религия. Самым значительным племенем в Аравии были корейшиты, и их именно избрал Магомед для своего рождения. Задумав основать новую религию,
он рано лишился отца и матери. Чтобы развить в себе пылкое воображение и любовь к поэзии, необходимые каждому молодому человеку, желающему основать новую религию, он мальчиком сопровождал караваны своего дяди. Кроме того, он обладал красивой наружностью и управлял торговыми делами одной богатой вдовы по имени Хадиджи. Управившись с делами, он женился на ней, заявив жене, что он послан Богом. Та без всякого колебания поверила ему, но жители Мекки были не согласны с богатой вдовой, и Магомету, спасая свою жизнь, пришлось бежать в Медину. С этого года, 622-го, то есть с года разногласия жителей Мекки с мнением вышеупомянутой вдовы, магометане и начинают свое летосчисление. Здесь же, между прочим, впервые было установлено, что нет пророка в своем отечестве. В Медине Магомет нашел последователей, и в скором времени новая религия без всякой рекламы получила широкое распространение. Магомет определенно обещал всем правоверным, павшим в бою, самый заманчивый рай, и это многих привлекло на его сторону. Преемники Магомета назывались халифами. Они бывали и на час, и на более продолжительный срок. При первых халифах арабы, добиваясь обещанного рая, сражались с необыкновенным воодушевлением и с успехом продолжали завоевания, начатые Магометом. Но в царствование династии аббасидов магометанский фанатизм мало-помалу ослабел. Начали процветать земледелие, торговля, науки и искусство. Это вместо тенистых садов обещанного Магометова рая. Самым знаменитым халифом из этой фамилии является Гарун аль-Рашид, которого наш великий современный Шерлок Холмс не без основания считает своим предком и в некоторой степени и учителем. Впрочем, таинственные похождения Гарун аль-Рашида еще не переделаны в пьесу. Времена каролингов. Пипин Короткий перед смертью разделил свое государство между сыновьями Карлом и Карломаном. Но Карломан, чувствуя, что наступает время единодержавия, умер. Карл Великий – одна из интереснейших фигур средней истории. Хотя отец его был низкого роста, соответственно названию Короткий, Карл обладал высокой статной фигурой, необыкновенной силой и ловкостью. Он носил фуфайку, чтобы доказать, что и герою не чужды земные слабости. Карл был любознателен до того, что на ночь постоянно клал под подушку книгу. Впрочем, читал он плохо, а писал с великим трудом. До конца дней своих, а умер он 72 лет от роду, он мечтал о том, что в свободное время научится писать. В ожидании этого свободного времени он основал домашнюю академию наук, назвав себя Давидом. Часто можно было видеть, как бедный Давид, встав ночью, смиренно принимался за грифель и выводил какие-то каракули. Образ короля-полуношника, в поте лица своего изучающего азбуку, до сих пор жив в памяти народной и окружен чувством трогательной нежности и любви. Из внешних дел Карла самыми замечательными были завоевание Лангобардского королевства и борьба с саксами. Как и всюду, в деле завоевания лангобардов замешана женщина. Карл был женат на дочери лангобардского короля Дезидерия, но, хорошенько подумав, он отослал жену обратно. Рассчитывать, что она вторично выйдет замуж за какого-нибудь короля, было трудно, и Дезидерий справедливо полагал, что дочь останется в старых разводках. Он рассердился на Карла, но тот еще больше был обозлен на Дезидерия за то, что обидел его. Несмотря на лютую зиму, Карл, перейдя Альпы, неожиданно явился в Ломбардию, заточил Дезидерия в монастырь и завладел Ломбардией. Человек всегда проявляет необычайную энергию там, где рассчитывает принести зло тому, кого он обидел. Саксы в то время были в Германии сильным народом и с большим удовольствием нападали на пограничные франкские области.
Карл решил их укротить, распространив между ними христианство. Несколько раз Карлу удавалось покорить неприятелей, но когда он уходил, они опять восставали. Собственно говоря, саксы были не столько против христианства, сколько против налога на христианство. 10-ю часть доходов полагалось давать христианскому духовенству. Для того, чтобы наглядно доказать справедливость подобного требования, Карл Великий велел предать казни 4500 пленных саксов. Конечно, для современника, читающего газеты 20 века, эта цифра не может показаться значительной. Но в то время, во-первых, население было гораздо меньше, а во-вторых, вовсе не было газет. Карл был очень утомлен продолжительной войной с саксами и с большим наслаждением отдохнул бы, но впереди предстояла грандиозная задача – подготовить почву для создания знаменитой песни о Роланде. Потомки, особенно приват-доценты университетов, ни за что не простили бы ему, если бы он уклонился от своей миссии. Пришлось начать войну с маврами, отнять у них земли между Пиренеями и прочее, и прочее. Конечно, Карл прекрасно понимал, что эти земли и походы нужны не столько ему, сколько будущим приват-доцентам. Но он смиренно преклонился перед велением Рока, и песнь о Роланде была создана. Для того, чтобы понять, каким образом Карл Великий, благодаря папе Льву III, превратился из короля в императора, необходимо предварительно рассказать небольшой, но поучительный анекдот. Гуляли два приятеля и встретили девушку. «Она очень красива», – сказал первый. «Хорошо бы с ней познакомиться. Ты ее знаешь?» «Нет», – ответил другой, – «но это ничего не значит». Он подошел к девушке и, вежливо приподняв шляпу, сказал: «Сударыня, позвольте представить вам моего лучшего друга, господина Н». Девушка удивленно посмотрела на него. «Но я вас вовсе не знаю», – ответила она. «А вот господин Н теперь меня познакомит. Представь меня», – обратился он к другу. И они продолжали прогулку втроем. То же произошло с Карлом и Львом III. «Вы провозгласите меня императором и возложите на мою голову золотую корону», – сказал Карл Льву III. «С удовольствием», – ответил папа. «Но меня самого хотят свергнуть с папского престола». «Это ничего не значит. Я, как император, поддержу вас». И действительно, Карл утвердил Льва, а Лев утвердил Карла. И свою прогулку по страницам истории они продолжали уже втроем. Папа, император и корона. Подобные случаи впоследствии не раз повторялись в ходе истории, и всегда с неизменно счастливым успехом. Когда Карл умер, его труп в императорской одежде был посажен в мраморное кресло, которое опустили в склеп Ахейского собора. Это было несправедливо. При жизни он страдал бессонницей, а после смерти его заставляли сидеть. Впоследствии эта незаслуженная жестокость была отменена, и его, не мудрствуя лукаво, положили в великолепную гробницу. Вместе с удивительным правителем умерла его монархия. Она распалась на свои составные части – Германию, Францию и Италию. И здесь, на скрижалях истории, появилось имя, которое более подходило бы к какому-нибудь объявлению для рощения волос. Карл Лысый. А между тем он управлял Францией. В Германии династия каролингов прекратилась со смертью Людовика Дитяти. Историки повествуют, что Людовик Дитя не оставил после себя потомков мужского пола. Но можно с уверенностью сказать, что он не оставил также и потомков женского пола, так как умер ребенком. А пьеса «Пробуждение весны» появилась гораздо позднее. Во Франции каролингам с самого начала не повезло. Народ взглянул на них, как на богом неспосланный объект для остроумия. Они получили целый ряд курьезнейших наименований, как то косноязычный, толстый, простоватый, ленивый. Людовик Ленивый был настолько ленив, что умер бездетным.
Герцог парижский Гуго Капет воспользовался этой стороной его характера и провозгласил себя королем. Таким образом, началась новая династия – Капетингов. В первой половине IX века 7 англосаксонских владений в Британии были соединены неким Эгбертом в одно государство. Этот Эгберт был очень скромный и малый, так как до сих пор неизвестно, называл он себя королем Англии или не называл. Около того же времени начались опустошительные набеги норманнов на этот остров. Норманами назывались германцы, поселившиеся на полуостровах Скандинавии и Ютландии. Обычай был таков, что старшие сыновья князей наследовали отцовские владения, а младшие набирали дружины удальцов и на легких судах отправлялись в другие страны искать добычи. Подобные предприятия развивали в народе воинственность, так что духовенство в некоторых местностях настаивало на том, чтобы в семьях рождались исключительно младшие братья. В Западной Европе настолько не любили этих пиратов, что была создана молитва «Господи, избави нас от норманнов». При скромном малом короле Эгберте с вопросительным знаком почти вся Англия подпала под власть датчан. Альфред, великий внук Эгберта, освободил Англию. Альфред был удивителен уж тем, что любил книжные занятия и чрезвычайно заботился о правосудии. Летописцы утверждают, что в его время путник, потерявший на дороге кошелек с золотом, мог быть совершенно уверен, что никто не прикоснется к нему. К сожалению, такие случаи бывали очень редко, потому что у путников не бывало лишних кошельков с золотом, ибо страна была достаточно разорена набегами датчан. При наследниках Альфреда датчане возобновили свои набеги. Король датский Канут Великий соединил под своей властью Данию, Англию и Норвегию. От природы он был очень жестокий человек, но как только почувствовал, что его трон крепок, сделался набожен и крайне справедлив. Сердце человеческое – загадка, а королевское – вдвойне. В XI веке вся Англия после Гастингской битвы попала в руки Вильгельма Завоевателя. Он не отличался скромностью, а, вступив в Лондон, торжественно венчался золотой короной. По его приказу была произведена перепись населения. Оказалось, что во всей Англии всего-навсего нашлось 2 миллиона душ. И этим-то несчастным 2 миллионам, которые могли бы разместиться в любой современной столице, было тесно на всем пространстве Британии. Поистине, волчьи аппетиты были у наших предков, царствие им небесное. Из смешения французского языка с германским впоследствии произошел английский. Тот самый язык, который значительно позднее привел в ужас эстетическое ухо Генриха Гейне. Борьба императоров с папами. Гвельфы и гибеллины. По смерти Людовика Дитяти королем в Германии был избран герцог франконский Конрад. Надо думать, что князья выбрали его специально для того, чтобы не слушаться. В этом смысле их выбор был очень удачен. Короля никто не слушался. У Конрада был заклятый враг – Генрих Саксонский. Лежа на смертном одре и желая как можно сильнее досадить Генриху, бедный Конрад посоветовал немецким князьям выбрать последнего королем. Простодушные князья, взглянув на эту предсмертную волю как на акт великодушия, так и поступили. Генрих, не ожидая подобного коварства со стороны Конрада, спокойно предавался своему любимому занятию – ловил синиц и чижиков. Послы германских князей застали его в лесу, окруженного клетками, капканами и западнями. Он был похож на учителя из рассказа Чехова «В Москве на Трубной площади», которого торговцы называли «ваше местоимение». История увековечила эту своеобразную фигуру под именем Генриха Птицелова. Коварство Конрада не оправдалось. Его местоимение Генрих
заставил смириться непокорных герцогов и князей. Причем птичек, разумеется, пришлось бросить. Это был гигантский подвиг, и перед ним, конечно, бледнеют победы над венграми и славянами. Венгры по своей скверной привычке сильно тревожили Германию. Генриху Птицелову удалось выговорить 9-летнее перемирие, в течение которого он исправно платил венграм дань. К концу 9-го года Генриху почему-то показалось, что венграм будет приятно получить от него вместо обычной дани собаку, без хвоста, с выколотыми глазами и на 2 ногах. Но венгры интересовались фауной менее Генриха. Этот способ платить дань им не понравился. Они напали на Генриха, но после битвы были принуждены обратиться в бегство. Германия перестала платить дань, и здесь была зарыта собака. Сын Генриха Птицелова, Оттон I Великий, окончательно победил венгров. Чтобы как-нибудь оправдать эпитет «Великий», он присоединил к своим владениям Северную Италию и принял императорскую корону. В Риме тогда папствовал очень неприятный папа Иоанн XII. Он даже толком короны не мог держать. Оттон уволил его без прошения, и его преемник возложил на Оттона корону Священной Римской империи. Таким образом, буквально повторилась история с коронованием Карла Великого. С прекращением саксонской династии была избрана такая, какая могла бы жить на свете ровно 100 лет. Известно, что в то время были склонны к мистике. Такой династией оказалась франконская. При первых представителях этого дома распространился странный приказ – не драться по пятницам, субботам и воскресеньям. В остальные дни сколько угодно. Это называлось «Божий мир». Впрочем, у иных бывало 7 пятниц на неделе. Царствование Генриха IV ознаменовалось борьбой императора с папою, что весьма поучительно. С давних времен папы стремились захватить в свои руки светскую власть. Для подкрепления этих притязаний в IX веке был создан специальный сборник подложных церковных постановлений или декреталей. Все знали, что этот сборник подложный, и даже откровенно называли его Лже-Исидоровым, но все ему верили. Это также подняло значение пап. Однако надо сознаться, что в X и XI веках дела пап были из рук вон плохи. Недостаток в хороших папах был так велик, что на папском престоле очутилась женщина – Иоанна из Майнца. Последнее обстоятельство имело и свои хорошие последствия. Латинское духовенство, справедливо опасаясь, что должности пап, епископов, настоятелей и тому подобное мало-помалу будут замещены женщинами, энергично взялись за реформы. Одним из ярких реформаторов и убежденнейших женоненавистников был Гильдебранд, он же Григорий VII. Гильдебранд был сыном простого земледельца, но, как выражается Иловайский, с детства усвоил себе необыкновенную твердость воли. Усвоив ее, он немедленно сделался папой. Чтобы раз навсегда ослабить вмешательство императоров в избрание пап, он посоветовал кардиналам носить красные шляпы. При этом кардинал ни в коем случае не должен быть женщиной. Продолжая вдумываться в сущность вещей, Григорий VII очень скоро разобрал, что все зло от женщин, поэтому он категорически запретил духовенству вступать в какие бы то ни было браки. С той поры католическое духовенство совершенно чуждается женщин. И потому все, что пишется и рассказывается пикантного о священниках, надо считать абсолютным вздором. Грозным средством воздействия на светских князей Григорий VII избрал интердикт, то есть отлучение от церкви. Отлученный чувствовал себя скверно. Если он хотел родиться, его не крестили. Если умирал, не хоронили. Если был холост, не женили. А женатого не разводили. Одним словом, он как бы застывал в своем бытии на месте и никуда не мог двинуться.
Саксонские князья, обиженные Генрихом IV, пожаловались на своего короля папе. Папа и сам имел зуб против Генриха. Он позвал его в свой кабинет для объяснений, но Генрих не пошел. Тогда папа отлучил Генриха, а Генрих – папу. Но оказалось, что папа сильнее отлучил короля, чем король папу, и Генрих должен был смириться. Немецкие князья объявили королю, что если до такого-то и такого-то срока папа его не простит, то они выберут другого короля. У них где запас большой. Генрих отправился в кабинет папы и, чтобы доказать свое раскаяние, захватил с собой жену Берту, которую в обыкновенное время терпеть не мог. В лютую зиму, в вьюгу и холод пришлось переправляться через Альпы, потому что кабинет папы находился по ту сторону Альп. Раскаивающийся король скатывался на спине, ходил на руках, ползал на четвереньках. Можно вообразить, какими милыми словечками при этом величался папа. Вероятно, папе доставалось еще больше, чем нелюбимой жене, которая все время торчала тут же. Наконец Генрих с женой и ребенком, который путешествовал по детскому билету, скатился в Верхнюю Италию. По непонятным причинам папа в это время гостил в замке Каносса, который принадлежал тосканской маркграфине Матильде. Что делал у Матильды папа, этот женоненавистник, до сих пор историей не выяснено. Генрих предполагал отдохнуть после путешествия, но папа заставил его 3 дня простоять на дворе в рубашке, без шляпы и босиком. Между тем, мостовые в те времена вовсе не располагали к тому, чтобы короли шли босиком. Тут опять выступила на сцену таинственная графиня Матильда, дама под вуалью. Она упросила папу принять Генриха. Папа снял отлучение, предложив Генриху закусить вместе с ним, но тот отказался. Мир был заключен. Генрих вернулся в Германию и здесь узнал, что невеселое и унизительное путешествие к папе через Альпы было совершенно излишне. Князья отложились от него. Генрих пришел в справедливое негодование, но он ахнуть не успел, как папа опять отлучил его от церкви. Это было уже слишком. Добрая дружба, установленная в Каноссе, была порвана. Генрих пошел на Рим войной, на этот раз уже в сапогах, и папа должен был бежать в Салерно, где скоро и умер. Что стало с таинственной графиней под вуалью, неизвестно. С тех пор папы перестали держать королей по 3 дня на солнце с непокрытой головой. Они проклинали их издали, медленно, но верно. В необыкновенно трогательных, хватающих за сердце выражениях Иловайский рассказывает о дальнейшей судьбе злополучного Генриха. Смерть окончила его бурную жизнь, исполненную превратностей и коловращения людей. Обыкновенно добавлял Чичиков. Необходимое примечание. Несчастье преследовало его и после смерти. Как отлученный от церкви, он был лишен погребения. Только через 6 лет счастье осенило Генриха IV. Его похоронили в Шпеерском соборе. Что он делал эти 6 лет, никто не знает. Нечто вроде худого мира с папой вместо доброй ссоры было заключено уже сыном покойного, Генрихом V, в Вормсе. Это называется Вормским конкордатом, 1122 год. И на нем в течение XIX и начале XX века срезалось немало гимназистов. На германский престол была возведена фамилия швабских герцогов Гогенштауфенов. Это называется «не было печали, так черти накачали». Немедленно же начались междуусобные войны. Почти вся Германия разделилась на 2 партии – баварскую и швабскую, или гвельфы и гибеллины. Не смешивать с гобеленами, это совсем из другой оперы. Папы долго раздумывали, кем им быть – гвельфами или гибеллинами, и остановились на гвельфах, так как это название гораздо легче запоминалось. Выдающимся правителем из дома Гогенштауфенов был Фридрих I Барбаросса.
Барбаросса значит «рыжая борода». Предполагают, что он ее красил, так как народ ее полюбил. Из тех же причин он никогда не брился и не стригся. В Берлине полагают, что Фридрих Барбаросса не умер. Он сидит, облокотившись о каменный стол, в одном из тюрингийских замков и спит, и его длинная рыжая борода обвелась вокруг стола. Каждый раз, когда император Вильгельм II открывает рот и начинает держать речь, спящий Барбаросса тяжело вздыхает, и сон овладевает им сильнее. Оптимистически настроенный народ все же верит, что спящий император проснется. Но дипломаты полагают, что после речей Тедди Рузвельта, произнесенных в Берлине, Фридрих Барбаросса уже никогда не сможет проснуться. Последним императором из дома Гогенштауфенов был Конрад V. Личность малоопределенная. Его сын Конрадин был казнен в Неаполе Карлом Анжуйским. Историк называет этот варварский поступок Карла дурным поведением. С этим метким определением нельзя не согласиться. Государства, основанные славянами. Славяне жили на огромной равнине от реки Эльбы до Волги и Дона, и от Балтийского моря до Адриатического залива и архипелага. У них было много псевдонимов – сарматы, венды и даже анты. Под псевдонимом гунны они во времена Аттилы набросились на Европу. Историки дают следующую меткую характеристику славян. Они были многочисленные, румяные, жили друг от друга на большом расстоянии, почитали стариков и имели деревянные щиты. Таковы были их достоинства. А недостатки заключались в следующем: излишняя впечатлительность, отсутствие единодушия и отсутствие конницы. Впрочем, некоторые историки несколько расходятся в своих показаниях, путая недостатки с достоинствами. Следы этой неопределенности и неустойчивости в характеризации славянской души мы находим еще и теперь в знаменательной фразе «особых примет нет». Славяне поклонялись божествам разных рангов. Верховное существо называлось различно – Перун, Сварог, Световид и тому подобное. В наше время славян называли бы декадентами, а тогда называли язычниками. Все зависит от моды. Своим богам славяне приносили в жертву плоды и животных. У некоторых племен, сообщает историк, встречаются и человеческие жертвы. Например, в Киеве Перуну. Эти слова надо понимать буквально. Нравы славян допускали многоженство, и когда муж умирал, одна из жен, особенно любимая, должна была сжечь себя на костре вместе с трупом. Это и была та верность до гроба, о которой так много пишут поэты. В позднейших веках истории она вообще не встречается. Славяне делились на несколько групп, и каждая группа с редкой настойчивостью отстаивала свою самобытность. Чем более походили одна на другую две соседние группы, тем сильнее была их вражда. Обозревая бесчисленные войны прошедших веков, нетрудно вывести такое историческое правило. Сила, с какой отталкиваются два соседних народа, прямо пропорциональна квадрату их родственности. В Богемии жили чехоморавы. В династии Пшемыслевичей, утвердившейся в Чехии, мелькают ряды имен. Все они отстаивали свою независимость от немцев и в пылу отстаивания не замечали, что все более и более начинают походить именно на немцев. Уместно упомянуть добрым словом Оттокара II, память которого должна быть особенно почтена петербургскими дачниками. Он первый додумался до того, чтобы продавать в рассрочку поземельные участки, как то делается теперь на станции Вырица и по Финляндской железной дороге. Участки эти он продавал немецким колонистам, разумеется, продолжая отстаивать самобытность. Из славян, обитавших в бассейне рек Вислы и Одера, составилось польское государство.
Блистательный период польской истории составляет царствование Болеслава Храброго. Он пытался завладеть Чехией и создать великое западнославянское государство. Но это осталось прекрасной мечтой о несбыточном. Иловайский вполне серьезно полагает, что если бы поляки и вообще западные славяне остались православными, им жилось бы прекрасно. А теперь они сами виноваты в своей судьбе, полагает он. Полабские и балтийские славяне не составили ни одного значительного государства. Они только и знали, что делиться на мелкие княжества и общины. За это были оставлены на второй год по классу политического преуспеяния. Метрическое свидетельство дунайских болгар неясно. В нем не то подчистки, не то пробелы. Историки, однако, настаивают на их славянском происхождении. Доказательство этому видят в том, что болгары носили усы. Во времена царя Симеона Болгария считала себя счастливой. Народ воевал с венграми, а в свободное время занимался переводами книг. Надо думать, что в то время переводы оплачивались значительно лучше, чем в 20 веке у нас. С болгарами воевали сербы, которые тоже носили усы. Основатель династии Неманий, великий жупан Стефан, был очень недурным дипломатом и партерным акробатом. Побежденный византийским императором Мануилом Кампеном, он явился к нему и, растянувшись во всю длину своего огромного роста, вымолил себе пощаду. Иловайский мудро называет такой образ действий умением подчиняться обстоятельствам. Рекомендовано Министерством народного просвещения для реальных училищ, гимназий и прогимназий. Крестовые походы. Крестовые походы – своеобразнейшая полоса в истории человечества. Можно с уверенностью сказать, что если Луна имеет или имела свою историю, то Каталаунская битва там могла быть, и Гвельфы и Гибеллины также, и его местоимение Генрих Птицелов также, но крестовые походы никогда. Прежде всего, откуда на Луне взяться евреям? А для того, чтобы осуществить настоящий священный крестовый поход, необходимо убивать евреев. Это во-первых. Во-вторых, впрочем, по порядку. Начать с того, что цель крестовых походов была вовсе не в том, чтобы убивать встречных евреев, а в том, чтобы освободить гроб Господень из рук магометан. Евреи же просто попадались по дороге, и их убийство нисколько не утомляло благородных рыцарей, имеющих на одежде изображение Красного Креста. В конце концов, это была обычная еврейская замашка – надоедать своим присутствием господам и беспокоить занятых людей, которые их и знать не хотят. О первом крестовом походе рассказывают так. Пустынник Петр Амьенский, вернувшись из Иерусалима, босиком обошел Италию и Южную Францию, всюду рассказывая об издевательствах турок над гробом Господним и подстрекая к походу. На самом же деле это был не Петр, а Урбан, и не пустынник, а папа, и не босиком, а в туфлях, и не обходил рыцарей и духовенство, а позвал их к себе в Клермон. Папа, подготовляясь в течение месяца, экспромтом произнес замечательную речь и авансом выдал всем участвующим прощение в тех грехах, какие они, несомненно, совершат на пути в Иерусалим. Сначала выступили в поход толпы простого народа под предводительством Петра Амьенского, уже настоящего, и рыцаря Вольтера, у которого за душой не было ни гроша, и которого не то насмешливо, не то добродушно называли Вольтер-Голяк. Когда вдали показывался какой-нибудь город, крестоносцы спрашивали: «Послушайте, это Иерусалим?» «Нет». «Нет». «А евреи в нем есть?» «Есть». «А можно их перебить?» «Да сделайте ваше одолжение». И шли дальше, стараясь как можно обстоятельнее использовать высокое доверие папы, заранее давшего отпущение грехов. Почти все они были перебиты венграми и погибли от болезней. Но это была, так сказать, только генеральная репетиция.
Настоящее крестовое ополчение поднялось несколько месяцев спустя. Здесь, между прочими рыцарями, был и Готфрид Бульонский, имя, которое по неизвестной мнемонической причине остается в памяти русского интеллигента даже тогда, когда все прочие имена и цифры древней, средней и новой истории им давно забыты. Собственно говоря, одним этим и замечателен благочестивый герцог. Но популярность его в среде русской интеллигенции огромна. Крестоносцы по дороге завоевывали города. А дорога была длинная. 3 года прошло прежде, нежели войско достигло Иерусалима. Важнейшим из завоеванных городов была Антиохия, прежняя столица Сирии. Здесь, между прочим, нашли копье, которым было прободено ребро Спасителя. Подлинность копья была под большим сомнением. Священник Петр, нашедший его, предложил подвергнуть себя суду Божьему через испытание огнем. Сложили 2 огромных костра, оставив между ними промежуток в фут шириною. Петр с копьем в руке медленно прошел между пылающими кострами. Толпа пришла в восторг и, накинувшись на него, стала рвать в клочья его одежду на память. Более глубокие почитатели в качестве сувенира отрывали от несчастного Петра куски мяса. Через несколько дней Петр, не выдержав подобной любви, умер. Тогда было решено, что копье, конечно, подлинное, но он сам был подложный. Наконец подошли к Иерусалиму. После упорного сопротивления город был взят. Причем крестоносцы, пылая неукротимым желанием попасть в рай, без пощады избивали магометан и евреев. Кони рыцарей ходили по колено в крови. Так отблагодарило крестоносцев величие высокой идеи. На 3-й день войско, собравшись у гроба Господня, плакало от умиления. Это были чувствительные и мягкие сердца. Из завоеванных земель было составлено особое Иерусалимское королевство. Оно существовало около 200 лет. Увы, там все было как и дома. Короля не слушались, рыцари ссорились, духовенство было невежественно, законы несправедливы, и народ находился в угнетении. Старая сказка про белого бычка рассказывалась сначала. На помощь государству были образованы рыцарские ордена – иоанниты, тамплиеры и тевтоны, которые усердно сражались с неверными. Но от их усердия было мало проку. Второй крестовый поход был очень несчастлив. Войско изнемогало от болезней и голода. Изредка только удавалось поймать какого-нибудь еврейчика и зарезать. О крови неверных, доходящей до колен лошадей, нечего было и мечтать. Миновали счастливые дни Аранжуэца. Уныние охватило благочестивых рыцарей, и они, неутешенные, обманутые в своих ожиданиях, умирали в непроходимых горах. Через 40 лет стало известно, что Иерусалим находится в чужих руках. Султан Саладин, взяв город, пощадил христианских жителей, без нужды никого не убивал, а иерусалимскому королю Гвидо возвратил свободу. По этим-то поступкам христианская Европа и узнала, что святым городом овладели никто иные, как неверные. Папа, испуганный за судьбу города, велел проповедовать 3-й крестовый поход. Первым поднялся Фридрих Барбаросса, но утонул в Малой Азии. Вслед за ним отправился французский король Филипп Август и английский король Ричард Львиное Сердце. У Ричарда, кроме огромной физической силы, не было никаких дарований. Он только умел драться, рычать и сердиться. В наше время его не пустили бы в порядочный чемпионат борцов. Вернуть Иерусалим Ричарду Львиному Сердцу, разумеется, не удалось. Но зато он навел страх на детей всей округи. Стали готовиться к 4-му крестовому походу. Но он окончился скорее комически, нежели трагически. Крестоносцы собрались в Венеции, чтобы на венецианских кораблях переправиться в Палестину.
Во главе ополчения стал старенький старичок Дож Дандола. Так как старичок этот был совершенно слеп, а отчасти также глух, он город Зару в Далмации принял за Палестину. Крестоносцы осадили город, и только взяв его, убедились в своей ошибке. Сконфуженные, они пошли дальше и, увидев Иерусалим, бросились на него, стали грабить и жечь. «Где тут гроб Господень?» – спросили они после тщетных поисков. «Опять не попали!» – ответили им. «Это вовсе не Иерусалим, а Константинополь!» Вторичная ошибка сильно охладила рыцарей. Они решили не гнаться за этим неуловимым Иерусалимом, а пока что основать здесь же, на месте, Латинскую империю. Впрочем, эта новоиспеченная империя просуществовала всего неделю. После этих неудач многие решили, что Иерусалим вообще куда-то затерялся, и найти его немыслимо. Было предпринято еще несколько походов, но неудачно. Дошли до того, что в существование Иерусалима стали верить только дети. Поход детей. Да было уж и не до того. С востока явилось совершенно новое племя – монголы, и двигалось на Европу. Надо было шкуру спасать, а не увлекаться фантазиями. Однако на короткое время Иерусалиму повезло. Во Франции заболел Людовик IX Святой. Он принимал различные лекарства. Ел мел, пил настой трав и мазал себя медом с солью. Но средства эти не помогали. Оставалось последнее, сильнейшее средство – крестовый поход. Людовик дал обет предпринять поход. И действительно, на другой же день ему полегчало. Но из этого похода, дважды повторившегося, решительно ничего не вышло. Король умер, а Святая Земля очутилась в руках мамилюков. Медицина же раз и навсегда отвергла крестовые походы как средство от королевских болезней. В наше время даже самые наглые шарлатаны-доктора не решаются никому предложить это лекарство. Франция и Англия во второй половине средних веков. В конце X века французский престол заняла линия капетингов. Нелегко было этой династии пробиться в люди. В те времена можно было быть королем, но не быть принятым в обществе. Капетинги решили расширить свое дело. Они не стыдились своего королевского достоинства, но не брезговали и другими занятиями. Покупали земли, воевали, строили, занимались судебными и общественными делами. Своих бедных родственников выгодно женили и выдавали замуж, и в конце концов стали на ноги. Надменные бароны, разумеется, свысока смотрели на это сборище королей, и где могли, обижали их. Хитрая династия стала играть в социал-демократизм, и этим расположила к себе французский народ. Разумеется, полиция стала коситься на династию, но на стороне королей, по счастливой случайности, было духовенство. Полиции пришлось смириться. Известен Людовик VI, по неделикатному прозванию Толстый. Ему доктора прописали усиленный моцион, и потому он без устали сражался со своими же баронами. К концу своей жизни он настолько похудел, что умер. Сын его, Людовик VII, также был монархистом. Он вступил в брак с принцессою Элеонорою, но скоро развелся с ней. Элеонора была наследницей обширных владений в юго-западной Франции. Она вторично вышла замуж, на этот раз за Генриха Плантагенета, графа Анжуйского. Генриху повезло, он наследовал английскую корону. И вышло, что английский король, владея французскими землями, считался вассалом первого мужа своей жены. Чтобы распутать этот политико-матримониальный узел, началась война, которая окончилась только через 100 лет, то есть тогда, когда кости первого мужа и второго мужа, и первой жены, и их детей и внуков давным-давно истлели в могиле. Из капетингов замечателен Людовик IX, он же Святой. Людовик прославился тем, что любил сидеть под дубом. Другие деревья он менее любил.
Он реформировал судопроизводство и был так справедлив, что одного бедного барона, повесившего 3 человек, приговорил к штрафу. Эта строгая мера повергла в ужас французских баронов, и с тех пор жизнь человеческая вздорожала. Внук Людовика IX, Филипп IV Красивый, вступил в борьбу с папой Бонифацием VIII. В Европе очень интересовались, кто кого из них переотлучит. Оказалось, что победил Филипп. Были этим особенно довольны женщины, так как Филипп был красив, а Бонифацию шел 86-й год. Папа вскоре умер, как показало медицинское вскрытие, от стыда и позора. Иловайский. Филипп возвел на папский престол Климента V, очень покладистого и послушного наместника Петра на земле. Филипп уговорил папу, что для его здоровья полезнее жить в Авиньоне, чем в Риме. 70 лет подряд папы, поправляя здоровье Климента V, впрочем, давно умершего, прожили в Авиньоне, и это почему-то называется вавилонским пленением пап. Во время спора с Бонифацием Филипп созвал государственные чины. Здесь впервые в Совете Короля явились горожане, третье сословие. Это были предки той самой французской интеллигенции, которой впоследствии известный русский писатель Максим Горький плюнул в лицо. При наследнике Филиппа IV Филиппе Валуа началась знаменитая Столетняя война с Англией, которая, в отличие от 30-летней, продолжалась ровно 100 лет. Генрих II Плантагенет с большим умом управлял Англией. Так, по крайней мере, утверждают. Немало огорчений приносило ему духовенство. В Англии духовенство, между другими привилегиями, пользовалось также правом не подлежать светскому суду, а также не садиться под дубом или другим каким-нибудь деревом, как то было во Франции при Людовике Святом. Благочестивые монахи, убив крестьянина или ограбив дворянина, обесчестив женщину или обокрав горожанина, оставались почти безнаказанными. Отсюда народ стал выводить заключение, что жизненное назначение духовенства – это убивать, грабить и воровать, а не молиться. Чтобы искоренить подобное, во всяком случае преувеличенное мнение, Генрих II стал вмешиваться в церковные дела. Но встретил опасного противника в лице своего прежнего друга, кентерберийского архиепископа Фомы Беккета. Этот Фома, прежде чем сделаться архиепископом, много ел и пил, но когда им сделался, мало ел и мало пил. После его смерти, в которой был повинен Генрих II, и что он, между прочим, клятвенно отрицал, около гроба стали совершаться чудеса. Оба сына Генриха прославились каждый по-своему. Первого называли «Львиное сердце», а второго – Иоанн Безземельный. У Ричарда было хоть львиное сердце, а у Иоанна – никакого. Кроме того, у него отняли все земли, и он таким образом очень походил на шахматного короля. Английские бароны и горожане вскоре объявили ему шах и мат, заставив подписать Великую хартию вольностей, 1275 год. В этой хартии, между прочим, были такие параграфы. Первый. Не могут быть налагаемы новые подати без согласия представителей духовенства и вельмож. Примечание. Допускаются исключения. Второй. Никакой свободный человек не может быть посажен в тюрьму иначе как по приговору суда. Примечание. Допускаются исключения. Третий. Подданные получают право силою воспротивиться нарушению законов. Примечание. Но за это их наказывают по примечанию параграфа 2. При Иоанне Безземельном еще, слава богу, не было парламента, но при преемниках его уже, слава богу, были и конституция, и парламент. Английский парламент был составлен по образцу биплана Райта. Он состоял из 2 палат – верхней и нижней. Значение английского парламента так велико,
что до сих пор русские прокуроры разъясняют его многим общественным деятелям, предлагая поразмыслить о нем в одиночестве и на досуге. Таким образом, рассказывает Иловайский, в Англии и во Франции история королевской власти приняла два противоположных направления. Во Франции короли, соединившись с горожанами, усилили свою власть и потеряли дворянство. В Англии горожане соединились с дворянством и ослабили значение короля. Это совсем как в сказке. Пойдешь налево – дворянство потеряешь, пойдешь направо – горожан потеряешь, а останешься на месте – Иловайский о тебе некролог напишет. В начале Столетней войны французы хвастливо говорили: англичане пороху не выдумают. Но они выдумали, и в сражении при Кресси впервые со стороны англичан в дело был пущен порох. Французы, ошарашенные неожиданностью, бежали. Вообще, вначале французам не повезло, их били со всех сторон. Против дворянства поднялось сельское население. Произошло страшное восстание, известное под именем Жакерии. Крестьяне жгли замки и убивали баронов. Одновременно с этим в Париже поднялось торговое и ремесленное сословие. Восстание было скоро подавлено, и с тех пор во всех странах строжайше запрещены всякие бунты и восстания, как в деревнях, так и в городах. Запрещение это сохраняет силу по сей день. С Англией был заключен мир, причем французам удалось перехитрить своих врагов. «Мы вам вернем короля, а вы нам уплатите столько-то и столько», – предложили англичане. «Королей у нас достаточно, а денег мало», – ответили французы. «Берите себе короля на здоровье». И англичане удержали Иоанна Доброго, который им абсолютно ни на что не был нужен. Но он был так добр, что скоро умер. При сыне его, Карле Мудром, дела французов улучшились. Выгодно сбыв своего отца англичанам, Карл этим поправил государственный бюджет. Кроме того, под рукой случился рыцарь Бертрен дю Геклен, который по причине своего безобразия был очень храбр и вернул Франции почти все юго-западные провинции. Сын Мудрого оказался сумасшедшим, однако не настолько, чтобы не иметь детей. При его сыне, Карле VII, появилась удивительная личность, которая до сих пор не перестает провоцировать актрис и даже актеров, впрочем, только русских, подстрекая их на подвиг. Это Жанна д'Арк. Франция находилась на краю гибели, а Жанна д'Арк сидела под дубом. Но она там никого не судила, а только мечтала. Город Орлеан был осажден англичанами, и покойная благочестивая Екатерина и Маргарита, следившая за внешней политикой, 4 года подряд толковали Жанне, что они помогут ей спасти Францию, по 2 года на каждую покойницу. Но родители Жанны и слышать не хотели, чтобы дочь в подобном обществе пошла на Орлеан. Это были люди невежественные, не читавшие истории и потому не знавшие, чем закончится этот поход. Наконец, покойные благочестивицы так пристали к Жанне, что она без спроса ушла к парикмахеру. Это был добрый человек и патриот. Он в долг отрезал ей волосы и даже достал ей мужское платье. Впрочем, прекрасные волосы Жанны он потом с выгодой продал одной немолодой даме, нуждавшейся в накладке. Жанна отправилась в замок Шинон, где в то время находился король. Она просила вверить ей отряд. Но двор, вместо того, чтобы немедленно удовлетворить ее просьбу, стал донимать ее экзаменом по богословию. Бедная девушка, как выяснилось, больше всего в жизни терпела от экзаменов. Часть епископов и богословов уже готовы были назначить ей переэкзаменовку на осень, но король сжалился над Жанной и дал отряд воинов. Жанна с белым знаменем в руке пробралась в Орлеан, воодушевила французов, и англичане были отбиты. По этому поводу даже написаны стихи, которые все хвалят и никто не читает. Жанна считала свою миссию оконченной. Боясь возможности повторения экзаменов, она хотела удалиться в деревню, но по настоянию короля осталась в войске.
Это был очень неосторожный шаг. Начались неудачи. Она повела войско на Париж, но нападение было неудачно. Она была ранена и попалась в руки англичан. Здесь оправдались ее самые мрачные предчувствия. Ее действительно стали экзаменовать. Любит ли праведная Маргарита англичан? А праведная Екатерина? А Господь Бог? Бедную Жанну д'Арк срезали. О переэкзаменовке не могло быть и речи. Англичане решили сжечь ее на площади. Но ее смерть повредила англичанам больше, чем ее жизнь. Французы, и без того ненавидевшие своих врагов, понатужились и стали их еще больше ненавидеть. Борьба продолжалась до 1456 года и окончилась изгнанием англичан из Франции. Карл VII, герой, о судьбе которого заботились давно умершие праведницы Екатерина и Маргарита, тот, ради которого Жанна д'Арк пожертвовала своими волосами и жизнью, оказался самым обыкновенным, заурядным, толстым, вялым и ленивым человеком. Он скоро сообразил, что ждать каждый раз помощи от праведниц не совсем благоразумно, а лучше завести собственное постоянное войско. Увы, с первого же дня своего существования это регулярное войско стало называться жандармами. Вот какие неожиданные последствия имел романтический подвиг прекрасной Жанны д'Арк. Сын этого первого шефа жандармов, Людовик XI, был большой оригинал. К феодалам он испытывал нечто вроде идиосинкразии, преследуя их где и как мог. Смирнейших из них он не подпускал ко двору. Его лучшими друзьями были цирюльник и палач. В последние годы жизни он превратился в маньяка. Жил среди болот и лесов в укрепленном замке, занимаясь тем, что мучился угрызениями совести. Ему мерещились заговоры и бунты. Он держал целую армию шпионов, и азефы того времени хорошо наживались. Чтобы скрыть свое болезненное состояние, он посылал покупать дорогих собак, львов и коней. Пусть где говорят, что король интересуется охотой. При нем состояли какие-то подозрительные астрологи, спириты, маги. Однако при нем же впервые завелась правильная почта. Он заботился о судопроизводстве и о шоссейных дорогах, почему-то сближая эти два понятия. Между тем в Англии вспыхнули жестокие междоусобия. Причиной этому было то, что у одной стороны воюющих в гербе находилась алая роза, а у другой – белая. Война алой и белой розы имела целью уменьшить число представителей королевского дома и феодального дворянства, а уцелевших разорить. Цель эта после долгих эволюций была блестяще достигнута. Особенно много пришлось повозиться с добродушным королем Генрихом VI. Его добродушие и незлобливость были так велики, что он не обижался, когда его свергали с престола. Он только отряхивался и опять усаживался на троне. Ему никак не могли втолковать, что в порядочной истории так не поступают, и его друг граф Варвик, недоуменно поджимая плечами, возвращал ему корону Англии. Этот Варвик вообще занимался тем, что приискивал короны желающим, за что его прозвали «делатель королей». Он даже готовился заказать особую вывеску, на которой был изображен господин в королевском одеянии с двумя розами в руках, белой и алой, и внизу подпись «Сих дел мастер, вход рядом, через акушерку». Но вывеска эта не увидела света, так как граф был убит, сражаясь за одного из своих протеже. Борьба шотландцев с англичанами за свою независимость происходила мелким шрифтом и имела непосредственной целью дать материал одному английскому драматургу, который, по мнению таких авторитетов, как Лев Толстой и Бернард Шоу, лишен был всякого дарования. Драматург этот писал стихами, но не имел никакой фантазии, и поэтому английские и шотландские короли и полководцы Ричард II, Ричард III, Макбет и другие должны были прийти ему на помощь.
Полагают, что этого драматурга звали Вильям Шекспир. В русских провинциальных театрах его почтительно называют Василий Иванович, и в бенефис заезжего трагика любознательная публика его громко вызывает. Германия во время Габсбургов и Люксембургов. Когда прекратилась династия Гогенштауфенов, в Германии настало время междуцарствия. В эту смутную эпоху у князей была тенденция выбирать королей-гастролеров. Таковы английский принц Ричард и кастильский король Альфонс X. Эти гастролеры только носили титул, а в Германию почти не являлись. Силой гнать их туда было неловко, и если взглянуть по-человечески, они по-своему были правы. В Германии жилось невесело. Бароны и рыцари грабили по дорогам купеческие обозы, захватывали проезжающих и требовали выкупа. Правосудие искать было не у кого. Оно, как и короли, было в безвестном отсутствии. Его даже не было под дубом. Возник совершенно своеобразный вид судопроизводства – тайные судилища. Рыцари собирались вместе в каком-нибудь подземелье и с масками на лицах составляли приговоры, большей частью заочные. Кто ты, прекрасная маска? Прокурор. А ты, прекрасная маска? Палач. Палач? Я не узнал тебя. Около 300 лет существовали эти суды. Да и теперь еще, хотя маски сняты, в некоторых диких странах продолжаются подобные суды. Вначале это еще было очень весело, полагает Иловайский, потому что пишет: «Смуты между царствия наскучили князьям». Повеселившись вдоволь, князья решили выбирать из своей среды какого-нибудь захудалого правителя. Кандидат должен был быть не очень умен, в меру справедлив и в меру набожен. Таковой нашелся в лице Рудольфа Габсбургского. Однако, вступив на престол, он стал более справедлив, чем это от него требовалось. Преследовал хищных рыцарей, наказывал за убийства и грабежи, разрушал гнезда разбойников. Все это вызывало вполне понятное удивление и ропот. Богемский король Оттокар, считая подобный образ действия несовместимым с достоинством правителя, поднял на Рудольфа оружие, но был побежден, и его земли, герцогство Австрия, Штирия и Крайна, перешли к сыновьям страшного императора. Габсбурги, как и капетинги во Франции, решили во что бы то ни стало сделать карьеру на троне. Они не раздавали свои земли, а исподволь собирали ее. Но при сыне Рудольфа, Альбрехте I, пришлось вписать в пассив Швейцарию. Швейцария в древности называлась Гельвеция и, судя по последующим событиям, была богата яблоками. Ее населял храбрый пастушеский народ, который умел исковеркать любой язык так, что его никто уже не мог понять. В средние века Швейцария входила в состав Германии. 3 лесных кантона – Швиц, Ури и Унтервальден, лежащие вокруг прекрасного Фирвальштетского озера, сохраняли свою независимость. Альбрехт I вздумал подчинить их. Тогда вспыхнуло восстание. Уполномоченные от каждого кантона глубокой ночью собрались на горе Рили, где заключили клятвенный союз, общими силами отстоять свободу и родные яблоки. Немецкий писатель Шиллер написал по этому поводу прекрасную драму, а благодарные потомки швейцарцев в увековечении события построили на этом месте гостиницу. Далее события шли со сценической быстротой. Злой фогт Гесслер велел на площади Альдорфа поставить шест и повесить на нем старую шляпу австрийского герцога. Все проходившие должны были ей кланяться. Но крестьянин Вильгельм Тель, имея 2 детей и жену, не поклонился. Его схватили, и в наказание он должен был стрелять в яблоко, положенное на голову его сына. Тель попал в яблоко, но сообщил, что если бы не попал, то следующей стрелой пронзил бы самого Гесслера. Никто, собственно, не тянул его за язык. За эти слова его заковали и повели с собой, а на том месте, где он стрелял в сына, построили гостиницу.
Вильгельма Теля посадили в лодку, и по дороге началась буря. Его расковали, чтобы дать возможность править лодкой. Но Тель, не будь дураком, выскочил на берег и скрылся. Теперь на этом месте гостиница. Через некоторое время он подстерег Гесслера и убил его стрелой. Теперь там гостиница. Через несколько лет сильное австрийское войско явилось в Швейцарию, но их встретили камнями, алебардами и, вероятно, гнилыми яблоками. Долго и упорно пришлось бороться швейцарцам и выказывать чудеса храбрости. Поэтому не надо удивляться тому, что в Швейцарии теперь так много гостиниц, и часто скверных. Они выказали себя превосходными защитниками своей свободы, и потому впоследствии стали одалживаться для защиты уже чужой свободы. Эти подряды на защиту свободы они исполняли храбро и выгодно. Чтобы ввести в жизнь двора некоторое разнообразие, князья стали выбирать императоров из других фамилий. Особенно хороших правителей поставлял Люксембургский дом. Карл IV из этого дома основал в Праге первый германский университет. Кроме того, он особой золотой буллой определил, в каком порядке должны избираться правители. Но как от них освобождаться, он не пояснил. Впрочем, руководством его ныне никто не пользуется. При Сигизмунде имело место так называемое гуситское движение, порожденное великим расколом в католической церкви. Эту эпоху раскола можно смело назвать эпохой перепроизводства пап. Пап оказалось гораздо больше, чем требовалось для этого случая. Один папа сидел в Авиньоне, другой в Риме, а третий папа пока что гастролировал в провинции, в Пизе. Если припомнить, что папам, как и всему духовенству, епископ Генрих фон Люттих оставил после себя более 60 детей, было предписано безбрачие, то надо прийти к заключению, что папы в эту смутную эпоху появлялись именно вегетативным путем. Против подобного способа, а также против многого другого, восстал Ян Гус, профессор богословия Пражского университета. За Гусом пошли преимущественно чешские профессора и студенты. Немецкие же студенты в количестве 5000 ушли из Праги. Таковы были первые студенческие беспорядки в молодом университете. Некоторые историки полагают, что если бы в это время правительство энергично взялось за ликвидацию студенческих беспорядков, то никакого гуситского движения не было бы, и все уладилось бы домашним способом. Трудно сказать, насколько они правы, но Гус, между прочим, был сожжен. Чтобы прекратить противоестественное и нежелательное увеличение пап, был созван Константский собор. Но собор этот дал самые неожиданные результаты. Появился 4-й папа. Дело начинало не на шутку беспокоить Европу. Стали подозревать какое-то колдовство и ересь. Подозрение пало на Яна Гуса, и ученые-мужья потребовали его в Констанцу. Он получил охранную грамоту от императора, в которой тот ручался за его безопасность. Увы, бедный профессор еще не знал, что его так бессовестно подведут. Гуса и его сочинения решено было сжечь. После этого размножение пап действительно прекратилось. Но зато Чехия, взволнованная мученической смертью Гуса, поднялась на немцев. Предводителем восстания явился Ян Жишка, жестокий, смелый старик. В каждом сражении, рассказывает история, он терял по глазу, а таких сражений было множество. С большим трудом Сигизмунду удалось восстановить спокойствие в Богемии. Люксембургский дом прекратился, и на престоле вскоре очутился представитель Габсбургов, Фридрих III. Это было апатичнейшее существо, совершенно не интересовавшееся тем, что происходило в стране. Спокойная семейная жизнь и кружка доброго пива вполне его удовлетворяли. Ему говорили: «Послушайте, от вас отложились чехи». «А? Что? Да, я слышал». «От вас отложились венгры». «Слышал», – бормотал апатичный император.
Не хотите ли кружку? Послушайте, от вас? Да отстаньте, как вам не надоест? Его сын Максимилиан I считался последним рыцарем. Кроме того, он был превосходнейшим сватом, выгодно пристроив всех своих родственников. Если бы он издавал брачную газету, то имел бы несомненный успех и, конечно, не раз был бы оштрафован. Он учредил особое бюро, где решались взаимные распри немецких областей. Бюро это носило название Рейхскаммергерихт или Верховный императорский суд. Вначале бюро это посещалось неохотно, но потом дела поправились и бюро процветало. Италия и Испания. Падение Византии. Италия раздробилась на многие владения, причем политическое устройство их было так разнообразно, что можно думать, будто человечество здесь делало ряд социальных опытов. От монархии переходили к вольным городам, к республикам демократическим, аристократическим и чуть ли не к анархическим коммунам. Почему именно в таком-то городе учреждалась монархия, а в другом республика, а не наоборот, никто не мог сказать. Некоторые историки предполагают, что здесь была устроена особая лотерея. Городу Милану по этой лотерее досталась аристократическая республика, причем городской императорский наместник волею судеб превратился в республиканца. Но богатые миланские фамилии то и дело захватывали власть над республикой. Некий юноша, Франческо Сфорца, обладая красивой внешностью, решил сделаться предком, а именно родоначальником новой герцогской фамилии. Это рискованное предприятие ему удалось, и с той поры в истории появилась фамилия Сфорца. Между тосканскими республиками возвысилась Флоренция. Здесь укрепилась, так сказать, перемежающаяся республика. То есть правление было то в руках демократии, то аристократии. В XII веке правительственный совет был составлен из представителей торговых и ремесленных цехов. Дворяне вели себя плохо, но убедившись, что дурным поведением они ничего не достигнут, стали вести себя хорошо и швырять деньгами во все стороны. Последнее обстоятельство очень понравилось народу, и некий Кузьма, глава банкирского дома Медичи и Ко, сделался полновластным лицом в республике. Он, как и Франческо Сфорца, также стремился стать предком и для этой цели распорядился возродить науки и искусство. Особенно хорошо возродились искусства, так что до сих пор эпоха Медичи вызывает в потомках справедливую и благородную зависть. Разумеется, дело не обошлось без заговоров, но, по мнению Иловайского, заговоры эти ясно доказывали, что в каждой республиканской стране народное большинство всегда на стороне монархии. Имеет ли это положение обратную силу, неизвестно. Два важнейших города Северной Италии, Венеция и Генуя, сохранили у себя республику и больше нуждались в потомках, чем в предках. Вообще можно взять за правило: монархия жива предками, а республика – потомками. В конституционных же странах смесь того и другого. Венеция своим происхождением обязана Аттилле. Жители, спасаясь от этого хищника, бежали на низменные песчаные острова лагун Адриатического моря, и здесь мало-помалу образовался народ. Управлением заведовал Верховный Совет. Чтобы попасть в него, надо было предварительно быть записанным в Золотую книгу, а в Золотую книгу вносились только члены Верховного Совета. Вот тут и вертись, как говорит Медведенко в «Чайке». За тишиной улиц никто не наблюдал, потому что улиц не было. Но за политическим спокойствием, или, как теперь выражаются, за внутренними врагами, имел наблюдение Совет 10, который, по остроумной догадке историков, большей частью состоял из 10 человек. Это было тайное судилище, облеченное неограниченной властью. Человек, заподозренный в политической неблагонадежности, вдруг исчезал неизвестно куда, и о нем даже не смели расспрашивать. Следует заметить, что тогда политической неблагонадежностью считалось приверженство к монархизму.
Между тем, как теперь, так меняются времена. Генуя была постоянной соперницей Венеции и не раз с ней ссорилась. Но Генуя не имела такого решительного правительства, и в вопросе, что лучше, монархия или республика, часто колебалась, поэтому Бог скоро наказал ее. Пиренейский полуостров в VIII веке был покорен маврами. Но поселившись в Испании, они скоро потеряли свою воинственность и стали заниматься торговлей. Полагают, что многие из них уже тогда ходили по дворам и кричали «Халат! Халат!». Это было апогеем развития испанского халифата. После этого пресеклась династия омейядов, и халифат раздробился на мелкие государства – Гренада, Севилья, Валенсия и другие. Отчасти об этом событии повествует известное стихотворение в знаменательных строчках «От Севильи до Гренады в темном сумраке ночей». Эти строки интересующиеся могут услышать на любом благотворительном концерте в Петербурге. Это раздробление было сделано историей для того, чтобы облегчить христианам, к сожалению, они были католиками, примечание за Иловайского, борьбу с маврами. И действительно, арабские владения одни за другими стали переходить в руки христианских государей. Самую решительную войну с маврами вели кастильцы. Из рыцарей в этой борьбе прославился Родриго Диас, более известный под псевдонимом Сид. Сид – любимый герой испанских песен, и большую ошибку делают те, кто путает Сид и Сидор. Король арагонский Фердинанд II, прозванный католиком, вступил в брак с наследницей Кастильской короны Изабеллой. Этим было положено основание испанскому королевству. Фердинанд взял Гренаду, последний оплот мусульманских владений. Великолепный город был предан разграблению. Фердинанд спал и видел единую нераздельную монархию. Эта мрачная фигура средневековья смотрела на религию как на обязательное полицейское постановление, а на духовенство как на жандармов. Папа же, по понятию этого благочестивого и богобоязненного короля-католика, должен был представлять нечто среднее между оберпрокурором и шефом жандармов. По желанию Фердинанда папа учредил инквизицию, то есть высшее духовное судилище, которое имело целью, во-первых, славить Бога, а во-вторых, преследовать еретиков и отступников. От Святой Инквизиции особенно жестоко страдали мавры и евреи. Евреев почтенный Иловайский рассматривает в одной главе с торговыми путями, вероятно полагая, что это тоже нечто вроде дорог или водяного сообщения. Но евреи были недороги, а особый народ, который при любом обороте колеса истории всегда являлся страдательным лицом. Святая Инквизиция, зажигая костры во имя славы Божией, не делала для евреев никаких ограничений, и идея католичества совершенно одинаково утверждалась пеплом сожженных мавров, евреев и христиан, политических врагов Фердинанда. Этот благочестивый монарх, к слову сказать, умер ужасной смертью. Его заживо заели вши. Между тем, дни Византии были уже сосчитаны. Надо полагать, что история очень считалась с Византией, уважая и высоко ставя ее заслуги, ибо для того, чтобы с нею покончить, судьба выбрала очень сложную систему. Началось это издалека, еще при Чингисхане. Одна турецкая орда покинула свои кочевья в Хорасане, северо-восточная часть Персии, и перешла на запад, в Армению. По имени своего предводителя Османа эти турки впоследствии стали называться османскими. Тогда еще никто не понимал, для чего это делается. Это было, так сказать, первым предостережением. Турки, вероятно посвященные в хитрый план исторической судьбы народов, стали уверенно завоевывать малоазийские провинции Византии. При Баязете I Византия уже готовилась к смерти, ибо он, опустошив Сербию, шел на Константинополь. Но успехи Баязета неожиданно были остановлены совершенно новым монгольским завоевателем Тамерланом. Вычислено, и с достаточной точностью,
что вследствие удара, нанесенного Тамерланом турецкому государству, христианский Константинополь просуществовал лишних ровно 50 лет. В этом опять-таки нельзя не видеть проявления особого внимания истории к заслугам византийских царей. Тамерлан по справедливости считается архистрашилищем. Во-первых, он родился с куском запекшейся крови в руках, а во-вторых, с седыми волосами, как у нынешнего К.С. Станиславского. Но этот архиварвар, не Станиславский, а Тамерлан, питал уважение к ученым людям и щадил памятники культуры. В Малой Азии, при Ангоре, он разбил турок. Баязет был захвачен в плен, где и умер. Скоро умер и Тамерлан, готовясь к походу в Китай. В диких монотонных песнях кочующих монголов еще можно услышать воспоминания о былой славе давно угасших времен. Но отсчитанные льготные 50 лет подходили к концу. Царствование преемников Михаила Палеолога на византийском троне было эпохою постепенного падения Византии. Наступали последние дни. Дошло до того, что палеологи соглашались, о ужас, на подчинение греческой церкви папе, только бы тот помог им. Но папа, прежде чем прислать помощь против турок, стал бесконечно рассказывать о чистилище, о рае, апостолах. Все это, конечно, было очень интересно, но не теперь, когда турки стояли под самым Константинополем. Иоанн VI, почти не торгуясь, согласился, что латинские святые были святее греческих, и что апостол Петр был рожден католиком. В подтверждение этого был составлен протокол под именем Флорентийской унии. Но греческий народ не согласился с протоколом, и это произведение страха и трусости позорно провалилось. Последним византийским императором был Константин XI Палеолог. Империя достигла минимальных размеров. Некоторые острова и небольшие византийские владения в Пелопоннесе управлялись братьями императора, которые носили необыкновенно мягкий титул деспотов. Но это была не характеристика их, а занятие. Магомед II решил, не дожидаясь окончания спора о рае и чистилище, покончить с Константинополем. 200-тысячное войско осадило столицу. Генуэзцы и венециане, желая выказать свое сочувствие, прислали на помощь Византии несколько галер. По сравнению с превосходящими силами неприятеля, это было не более как красивый жест. Вход в Константинопольскую гавань Золотой Рог был заперт железными цепями, и турецкие суда не могли проникнуть в нее. Султан велел перетащить их сухим путем по доскам, намазанным свиным салом, хотя как магометанин чувствовал инстинктивное отвращение к свинине. Город был взят. Константин, сражаясь как простой солдат, был убит. Его голову выставили на высоком шесте. 3 дня продолжались грабежи, причем турки обнаружили себя совершенными профанами в области искусства, разбили множество статуй и уничтожили ценные картины и украшения. Это, во всяком случае, чести им не делало. Софийский собор был обращен в мечеть, и на место креста был водворен полумесяц. Чехи, литовцы, поляки, болгары и сербы спешно доканчивали свою среднюю историю, потому что средние века уже подходили к концу, и было известно, что как только откроют Америку, сейчас начнутся новые века, а ждать никого не будут. И действительно, уже приближались новые века с новыми идеями и новыми богами, которые для своего утверждения требовали совершенно новых потоков крови. А прежняя кровь, океанами пролитая в честь старых, или правильнее сказать, средних богов, давным-давно высохла, и про нее вспоминали только в учебниках, составленных для лиц младшего возраста.